А вот итальянцы, фу! Очень важно, если для вас антураж важнее сути. Мы там пауэрлифтеры, там боксеры нас, ребят, смотрят, я знаю, ММАшники, пацаны, привет всем. Инстаграм, запрещенный на территории России, зло! Поэтому реально ствол имеет значение вот в этом случае. Ну, да, да. Задатки, предпосылки были еще при Великом Советском Союзе. У него классная развесовка сейчас стала, благодаря вот этому удлинителю, смотри. Раз, два, три. Смог. Короче, Диман, сейчас это поснимаем, наконец-то. Любимая, да, наша, наконец-то. Да, я тебе говорю, пока, короче, пока не снимаем, расскажу тебе. Короче, на тренировку Ирку встретил. Иришку. Ага. Она мне говорит: Лех, я, говорит, волшебница. Да ладно. Да, я говорю: ты че, мать? Все, там у них эти инстаграмы сейчас. Да, к психологу сходила 100%. Да. И она говорит: слово, говорит, скажешь. Говорит, типа мы с тобой местами, говорит, поменяемся. Да ладно, ты че? Да, знаешь, какое? Какое? Снеговик. Ну что, привет. Видимо, Алёша сказал тебе это слово. Сказал. Вот это не себе. Это я куда попал-то? Здрасте. Здрасте. А где Ира? Ира задержится. Слушай, ну раз так все получилось, давай мы с тобой тогда обзор проведем этого оружия. Всем привет. Лех сегодня у нас отсутствует. Вот, во-первых, назовем то, что это 12 калибр. Оно в тюнинге у нас находится. У него варианты бывают в дереве, бывает в пластике. Я рекомендую девочкам это Кого? оружие. Вот это вот. Почему? Да. Потому что она легкая. Потому что он безотказный малыш. Себя защитить. Мужичка своего. Соседских мальчишек. Так. Ира! Опа. Ах ты! Ну это мы с тобой еще за кадром поговорим про ваши вот эти вот штучки колдовские. Инстаграм, запрещенный на территории России, зло! Заявляем ответственно, как пострадавший от него. Даешь Советский Союз обратно, мужики, и все остальное. Так, ну вы что-то рассказали? Нет. А Ирке-то еще повезло. Почему? А если бы мы сейчас в бане были, я бы это слово сказал. Ох, Ситуация возникла бы, если бы мы местами с ней поменялись. было бы конкретно, да. Как говорится, кому весело, а кому и не очень. Да. Пожалуйста. Вы на канале Мир это просто. Алексей Борода, Дмитрий, Ирина. Ну и вот. Всем Да. привет. Значит, МР-153. Гений советской инженерии. Почему говорю советской? Потому что выпускали, конечно, ее с 2000 года, понятно, когда Советского Союза уже не стало, до 2011. Но задатки, предпосылки были еще при Великом Советском Союзе. Вот, чего здесь интересного? Это ружье 12-го калибра. 12-го, да. Выпускалось в различных модификациях. Здесь ствол у меня, по-моему, 710. Да, я его специально себе искал. Начиналось, по-моему, с 650-го, если не ошибаюсь. Да, с 650 по 750 стандарт для России. Ствол хромированный, значит, понятно, прицельное приспособление у нас такая вот планочка удобная. Made in Russia. Да, удобная модель. Made in Gucci. Да, здесь у нас так называемый напильник. Ну, потому что, чтобы солнце не бликовало, понятно. Купил я его, кстати говоря, в дереве. Юр, привет, у кого покупал. Привет тебе. Вот так вот, смотрите, картиночка, так оно выглядело. Вот так оно выглядит теперь. То есть, я теперь объясню, для чего все это сделал. Купил я его совершенно незадорого. Оно 2008 года. Юра не знает, какой на нем был настрел. Я на нем уже настрелял, ну, не знаю, может, плюс 300, плюс 400. Сегодня еще постреляем. Почему я его сделал все в пластик? Да по очень простой причине. Я с него буду стрелять и практику, то есть бегаем, стреляем, понятно, и по тарелочкам, спортинг. У него классная развесовка сейчас стала, благодаря вот этому удлинителю, смотри.
Ну, практически. То бишь ты никакие там Нет. веса не прибавлял? Нет, ничего, нет, да? нет, просто вот такая Грузила, развесовка, не да. ставила, уже Я само собой получилась интуитивно, такая. да, Диман, интуитивно. Ага. То есть я добавил, здесь, смотрите, у нас это полуавтоматическое ружье, перезаряжается оно газами, то есть это не инерционное ружье. Изначально сюда влазит 4 патрона в подствольный магазин, он вот такого размера. Мгм. Это я уже еще на Это- 4 патрона докупил Это дополнительный, двухопция, да, получается, магазин. Пружина здесь шла, понятно, внутри еще в комплекте. И вот такую штучку я поставил, чтобы у нас магазин не отвисал со временем, скажем так. Здесь, кстати, нет у нас как такового отсекателя, потому что на следующей модели, на MR155, есть отсекатель специальный. Что это такое? Вон с этой стороны, про него обзор там ниже, ссылочку я в описании сделаю. Оружие действительно классное, автоматика работает. Знаю людей, у кого настрел 30 тысяч на нем сейчас. И все работает. Вот, стало оно красивое. У меня есть помповый дробовик. Они, в принципе, сейчас Два как брата-близнеца. братья-близнецы. Мы сейчас Да, ребятам вот я его смотрел. покажем. Ну, вот, в Да, принципе. это 133-й помповый дробовик как раз. Вот он, помпа. Просто два брата-близнеца. Ты и видишь отличия какие-нибудь? Я делал его Какие? специально. Короче да леньше? Да. Ну и все. А что лучше, короче или длиннее? он тяжелее? Нет, он легче. Он легче. Кстати, да. Ну, потому что короче, Он легче, да. Вот это безотказная как раз малышка, которая защищает дом, квартиру и соседей, и бедолаг там соседских, и всех, кого можно. Да, потому что перезаряжается он ручной силой. Это помпа. Вот так. Что еще интересненького рассказать? Выпущенных, кстати, не так много. В районе 500 тысяч всего. Я, если честно, Дим, думал больше намного. Потому что ружье очень, это известно, очень популярное. Среди охотников любимое. Потому что оно, как автомат Калашникова, работает реально в любой среде. Дождь, снег. Смотря патрон ты какой Вот зарядишь. это вот есть. Давай, кстати. Ты просто Да, не дашь смотри. стрелять. Дробь у нас это, грубо говоря, на мелких животных. Ну, вблизи, в принципе, можно и зайца лису взять, если она рядом подойдет. Ну, Понятно. да. Картечь у нас это покрупнее животное. Ну, допустим, лиса издалека, волк, кабан небольшой, кстати, если, ну, небольшой кабанчик прям. И А есть вот эта пуля волшебная Магнум. пуля Магнум. Она весит 50 грамм. Она берет вообще все, ну, кроме слонов и носорогов, и то я бы поспорил бы. Говорят мужики, что в Африке стреляли, Диман, пули Полева Магнумом и это носорога. Ну, не очень большого, Опять же, смотря тонны с куда. чем-то. Да, давай экскурс небольшой Да. в историю. Смотри. Скажи. Чем длиннее у нас ствол, тем больше, во-первых, разгоняется в нем снаряд, который внутри. Это вообще, в принципе, да, всегда так? Да, Чем всегда. меньше Да, ствол, да. тем, Да, соответственно, любой снаряд из-за этого, из-за того, что он приобретает большую скорость и кучность, летит дальше. Вот и все. То есть здесь это оружие ближнего боя. Оно специально короткое, чтобы его можно было хранить там ну, дома в сейфе, в машине с собой, где-то перевозить там на охоту, на рыбалку. Чтобы всегда было под рукой. Оно легенькое, безотказное, повторюсь. И это тоже, на самом деле, безотказное. Ну, у меня, по крайней мере, осечек не было. С мужиками разговаривали, тоже, в принципе, ни у кого проблем нету. Ну, уход. Просто элементарный уход нужен. На нем, те, кто сейчас смотрит нас, настрел около 40, нет, наверное, около 30 тысяч сейчас в данный момент на этой помпе. И оно работает. Мне рассказывали, когда я ее купил, что наши ружья не работают 10 тысяч, что они начинают разваливаться, что все это говно. А вот итальянцы, фу, проверено, все работает. Потому что я до этого ролик записывал, тоже там рассказывал про этот, господи, снимали мы Браунинг, значит, и там я... 525, ну да, почти 525. И там, значит, читал статьи, там всякие Калашниковы журналы, там и ребятишки там еще, значит, пишут недорогое ружье. 250 тысяч. Оказывается, мужики, для ребятишек с Москвы у нас, которые там оторваны от реальности, оказывается, недорого. То есть вот про это никто у нас, оказывается, не пишет теперь, про наши ружья, которые можно купить за 15-20 тысяч, кстати, в хорошем состоянии. Но зато у нас всем берета недорогие ружья, оказывается. Ну, я в ахуе, если честно, со всех этих ребят. И я вас всех призываю больше их не смотреть, не подписываться на них. И так далее. Нет, серьезно, у нас кроме меня много адекватных оружейников в России, абсолютно. Ну, порой чушь, где в России средняя зарплата там 30-50, ну пускай даже 100 тысяч, 150 даже, представим. Ну, это же надо семью кормить, заплатить кредиты, налоги, да, там понятно. И купить недорогое ружье, по их мнению, за 250 тысяч. В ипотеку. Да, это, ну, вы что, ребят, прикурили, что ли, там, в своих Москвах? Мы сейчас постреляем. Да.
Москвах да северных столицах. Сейчас А в Самарах? И в Самарах. Сейчас В постреляем, покажем все, как работает. В принципе, я с него уже стрелял. Кстати, мы забыли сказать, что Да. здесь сменные чоки. Да, сменные чоки. Сменные дульные сужения. Вот так назовем даже. Так будет правильно. У меня здесь сейчас стоит поднатуженный чок, так называемый. Сложный на самом деле момент. Я уже сюда ставил получок, пробовал, стрелял. Мне не зашло. Я оставил как было свой чок. То есть что такое дульное сужение, если нас кто-то новичок смотрит, или расскажем. Вот сюда, вот это вот у нас, ну, сам. Вот видишь, вот эта штучка, она вкручивается сюда. Ну, И она дает сужение. Чок это у нас называется, это сужение в 1 миллиметр. То есть смотри, диаметр, кстати, ствола у нас 18,4 миллиметра. Соответственно, мы сюда вкрутили чок, и здесь на выходе 17,4 стало. То есть это делается для чего? Для того, чтобы дробь на вылете еще кучей больше собиралась, чтобы ты еще дальше мог стрелять. Да, здесь, например, цилиндр. То есть здесь 18,4 как здесь, так и здесь. Поэтому она разлетается. Да. Ну это обычно вот ребята на охоте применяют. Тогда получается не в длине дело, а в этой В длине длине. тоже, Ир, в длине тоже, длине абсолютно. тоже согласен. Потому что у нас с собой еще сайга, сегодня с нее постреляешь 12-й. Она вообще вот такая ствол у нее. У нее 310-й, по-моему, ствол, короткий И прям. чё? Чё Ну дальше? она Самое вообще в главное, никуда. Она уметь им вообще. пользоваться. Да. Поэтому реально ствол имеет значение вот в этом случае. Ну, да. Вот в этом случае, да, ствол имеет значение, длина ствола, реально. Кто бы там что не рассказывал. Это как на охоте, да, мы этих Умение случаев... пользоваться, Да, на охоте мы этих случаев знаем много, да, когда, ну, по неопытности там, ну, или кто-то выпендриться решит, они с сайгой начинают охотиться. Ага. И вот с короткой. И начинает даже утка летит, а он просто, она, то есть, вот так отряхивается от нее. Такая, у нее там 3 дробины до нее долетела, она такая, типа, ты че, Вообще пофиг. бедолага, ёп, матчасть учи, да. Но на сайгу продают, кстати говоря, тоже удлинители. Ага. И 300, и 400, то есть ты можешь удлинить ствол. Тогда он становится, в принципе, полноценным оружием, просто очень тяжелым. И нахер таскать его с собой, там по лесу ходить, эти 5 Прям килограмм. как в жизни. Весит оно сейчас примерно около 4 килограмм. Я его взвешивал. Так, сейчас скажу, Дим. Вроде как- Я взвесил, нет. То бишь, после Да, 3,950 он весит. добавления, Да. 3,900. Да, этот весит 3,600, чуть меньше. 600. 3,640, что ли. Ну вот ты здесь тоже произвел, А. как бы, да? Здесь тоже удлинитель магазин на 2 патрона, да. Также поменен приклад, цевье поменено. А без доработки сколько это стоит? Без тюнинга? Стоит? Главное, не Весит. стоит 200, извини. Он весил, Дим, так же, потому что стоял дерево. То есть вот где-то оно 3,5, да. Плюс у меня, смотри, уже 100 грамм, Да 2 ты пули. Да, вот. Это и вот это еще где-то 150. То есть Всё, вот тебе понял. еще усиление. Понял, да. Но зато у тебя боекомплект всегда с собой. Кстати, по закону это не запрещено вот так вот. Пожалуйста. Да, вы на самом деле даже можете заряжать подствольные магазины, но по закону только самое главное, что в патроннике было пусто, понятно. Ну и, конечно, цель безопасности, желательно предохранитель, но у меня он всегда открытый. Чтобы все видели, что все Ну, безопасно. либо стопер ставить, да? Или стопер, да, стоит и закрываете, если переживаете, что у вас там пружины, скажем так, со временем придут в негодность. Я фанат, повторюсь, в 1000-й раз российского оружия, искренний фанат. МРок всех наших, ижей, особенно я фанат Токарева и Симонова. Про Калашникова, ну, плохого ничего ни в коем случае не скажу, но это одно. Калашников сделал, по сути, одну вещь, это автомат Калашникова АК-47, потом АКМ, да? Пулемет, понятно, на его базе опять, СВД на его базе, Тигр на его базе. Это одно. Симонов за свою жизнь сделал кучу всего. Токарев, одно только, да, там Тульский Токарев, наш любимый, стоит. Одно только это. Плюс он сделал замечательный СВТ. Ну, это гениальный. Калашников туда же, но я просто его почему не упомянул. Я к нему лично, вот, ну, с огромным уважением, но без любви. А эти для меня два типа просто, они лютые вообще типы были. Вот, ребят, еще раз призываю, теперь во всех видео буду это говорить, не смотрите вы на этих ребят, на всех, которые там стреляют с пираций по 5 миллионов, там, с криков их этих там, и пускай стреляют, и пожалуйста. Можно бюджетнее. Можно, вот, Бюджетнее. да, скажем так, да, вот мы там пауэрлифтеры, там боксеры нас, ребят, смотрят, я знаю, ММАшники, пацаны, привет всем. Да и нам всем все равно, что боксеру какие ему перчатки, да, если он мастер спорта.
Вот. Он ими уработает любого чувака, у которого будут перчатки за 10 тысяч евро. Но он там И заниматься, пауэрлифтер, да. выйдет там в кроссовках. Либо Да, ну, мне понятно. пофигу в чем тянуть, я могу в носках тянуть Да. и приседать. Ну, грубо как бы будет и жать. неудобно немножко, да, приноровился. всё, То же погнали. самое, да. У нас с Олегом много видео, он мастер спорта по стендовой стрельбе, у него, естественно, уже дорогие или ружья, достаточно, Кикбоксер. да. Но он тоже говорит, конечно, что в моих видео он говорит, что Олег, что ну важно, да, чтобы ружье было постоянное, там всю жизнь, там. Понятно, что он Что как бы ресурс, классическую версию рассчитан, людям да? говорит, да. Ну да. Но Олег берет вот это И стреляет. и стреляет 50 из 50. Потом берет вот это и стреляет 50 из 50. Потом берет одностволку мою и делает то же самое. Потом у нас все, кто у него занимается, периодически берет любое ружье и все с него стреляет. Это к вопросу, да, о том, как важно иметь беретту, пиратцы, Перуджини Визини, Криков или Браунинг. Очень важно, если для вас антураж важнее сути. Вопросов нет. Обзор у нас, конечно, сегодня такой получился сумбурный, спонтанный. Вроде все основное рассказали, мужики. Да почему я как бы не углубляюсь, да? Оно известное всем, Да. кто занимается оружием. Если Все какие через него вопросы... прошли, наверное. Да, скажем какие так. вопросы, если есть, пишите, я каждому лично отвечу просто. А в основном мы просто сделали такое веселое, хвалебное видео нашему замечательному российскому советскому оружию. Вот. Я снимаю всякое оружие, кто меня первый раз смотрит, смотрите, там есть и по 5 миллионов у меня эти все оружия и так далее, так далее, так далее. Ну, я, понятно, я блогер-обзорщик, я должен быть в теме всего. Ну, ты вообще в целом, да, то есть, чтобы что-то понимать, надо очень много знать, чтобы делать какой-то вывод. Вот и все. Ну, я повторюсь, я не испытываю вообще ни одной эмоции ни к одному итальянскому ружью вообще. К американцам там вопросы, к некоторым. Винчестер супер там. Ладно, приступаем к стрельбам. Поехали. Давайте бахнем. Оп. Так, ребят, ну что, я у нас в кадре один остался. У нас Диман сейчас снимает, все остальные ушли греться. Попробую, сам себе позапускаю, сам постреляю. Заряжать буду для техники безопасности по одному, поскольку я сам себе, получается, буду запускать. Посмотрим, смогу я поразить самозапускаемую тарелочку или нет. Ну что, пробуем? Раз, два, три. Смог. Ну, потому что, как говорится, мастерство, оно есть мастерство. Так, еще давайте попробуем. Вообще, да, сюда надо сказать еще раз. 8 влазит в подствольный магазин теперь. И, соответственно, один у нас в патронник можно засунуть. Ну, давайте еще разочек попробуем. Я даже, кстати, уши не одеваю, потому что патроны у нас, понятно. Господи, что они спортинговые. 28 грамм совершенно не глушат. Но в целом, конечно, лучше одевать. Так, ну, не факт, что сейчас попаду, ну попробуем. Раз, два, три. Вот, сейчас уже не попал. Упустил момент, пока целился. Ладно, будем завершаться. Классное оружие. Выпуск получился необычный. Надеюсь, вам понравилось. Лайк, колокольчики, подписки. Вы на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей Борода. До новых встреч с замечательными оружиями. Пока.